Старый Степан Петрович души не чаял в своей пятилетней внучке Анютке. Каждое лето городская гостья привозила в его тихий деревенский дом смех и жизнь. И всегда тенью за девочкой следовал Арчи, мощный немецкий овчар, верный пес и лучший охранник, которого Степан воспитал по всем правилам службы. В то солнечное утро Анютка увидела на опушке леса, прямо за старым оврагом, кусты спелой земляники. Она вприпрыжку бросилась к лесу, напевая песенку. Но на полпути произошло нечто странное. Арчи, который обычно позволял девочке любые шалости, вдруг преградил ей путь. Он встал как вкопанный, его шерсть на загривке поднялась дыбом, а из мощной груди вырвался низкий, угрожающий рык. «Арчи, ты что? Пропусти!» — засмеялась Анютка, пытаясь обойти собаку. Но пес не двигался. Когда девочка сделала еще шаг, Арчи оскалился и коротко злобно гавкнул, заставив ребенка отступить. Степан Петрович, коловший дрова неподалеку, увидел эту сцену и похолодел. Ему показалось, что старый пес перегорел, что в голове у верного друга что-то перемкнуло. Овчарка, рычащая на ребенка, — это приговор. «Назад, Анютка, ко мне!» — закричал дед, бросая колун. Он кинулся в дом, сорвал со стены старую двустволку и выбежал на крыльцо. Арчи в это время буквально прижал девочку к земле, не давая ей сделать ни шага в сторону леса, и продолжал рычать, глядя куда-то в густую траву у края оврага. «Отойди от нее, Арчи, застрелю!» Голос Степана дрожал от ярости и страха за внучку. Пес посмотрел на хозяина. В его глазах не было злобы, только мольба. Он сделал несколько шагов в сторону оврага, продолжая скалиться в пустоту, а затем резко прыгнул вперед и начал неистово лаять на кучу сухих листьев прямо у самого края обрыва. Степан Петрович, держа пса на прицеле, медленно подошел ближе. Он взял внучку за руку, отводя ее за спину, и заглянул во враг, туда, куда указывал Арчи. В ту же секунду ружье выпало из его онемевших рук, глухо ударившись о мягкую землю. Прямо под слоем листвы, там, где Анютка должна была сделать следующий шаг, скрывался старый, ржавый, но все еще смертоносный медвежий капкан. Его огромные стальные зубья были широко распахнуты и замаскированы так искусно, что даже опытный глаз охотника не сразу бы их заметил. Овраг в этом месте подмыло дождями, и земля была готова обрушиться. Если бы девочка наступила на край, она бы рухнула прямо в пасть стального монстра. Но это было не самое страшное. В самом низу оврага, в 5 метрах от них, Степан увидел огромное гнездо лесных шершней, потревоженное обвалом. Тысячи насекомых, один укус которых для ребенка может стать роковым, кружили над землей. Анютка была в секунде от падения в этот ад. Степан Петрович медленно опустился на колени прямо в пыль. Он обнял одной рукой внучку, а другой притянул к себе Арчи. Пес лизнул его в обветренное лицо, преданно заглядывая в глаза. «Прости меня, старый дурак», — шептал Степан, утыкаясь лицом в жесткую шерсть овчарки. «Ты ведь ее жизнь спас, а я...» В тот вечер в доме было необычайно тихо. Степан долго чистил шерсть Арчи, угощая его лучшими кусками мяса. Он понял важную истину. Человек видит глазами, а собака — сердцем. И если твой верный друг преграждает тебе путь, возможно, за следующим шагом тебя ждет бездна, из которой нет возврата. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.